Сегодня у нас вот такой солнечный день. Дети пошли на продленку. Сегодня местная школа уже работает. А в школе Эрил, куда ходят мои детки, у них сегодня еще выходной. И я отправила их на продленку, потому что уже тяжеловато дома 3 дня. И им скучно, и у меня много своих дел. Поэтому они согласились, дала им с собой вкусняшек. И я думаю, они сегодня нагуляются на улице. Будет отлично. Тепленько. Завтра, я смотрю по прогнозу, должно быть градусов 15. Но уже это чувствуется, потому что сейчас прям очень хорошо. Солнышко активно греет. А я иду вот с сумками. Одна сумка с книжками в библиотеку собрались за праздники. А вторая — это вещи, которые маленькие. К сожалению, здесь некуда их так отдать. Был типа секонда в том месте, где мы жили раньше. И я отвозила. Некуда отдать, поэтому только в мусор несу. Кое-что, которое в очень хорошем состоянии, бывает, мы делимся друг с дружкой. А остальное, конечно, вот на мальчишек классные вещи Родька вообще не носил, просто оно ему не нравилось, но пролежало новенькое, придется выбрасывать. В группу написала, никому не нужно, так что вот так. Иду на английский. Сегодня четверг, погода 15 градусов, под прямым солнцем прям хочется снять всю верхнюю одежду. Вчера была похожая погода. Я даже сняла короткое видео шортс у себя на заднем дворе. И было так очень тепло. Я была в топе. И прям загорать хотелось. Сегодня уже вот в курточке легкой. Но, правда, ветерок прохладный, поэтому я еще повязку не снимаю. Сегодня Марк остался дома. Проснулся, болит живот, голова плохо, 38,2. У вас получается договориться с детьми, так, чтобы они именно это сделали в плане одевания. Но пока я контролирую, все хорошо. Чуть-чуть где-то не увижу. Все. Позавчера он вечером-то контраст, где-то градусов 5, наверное. Это еще было позавчера, еще не было такой теплой погоды. Побегал в батнике. Вот такая погодка. Ну, для 5 градусов батничек как-то так маловато. И вчера еще на футбол вечером. Без шапки никакой, он стоял на воротах. Я его отпустила с соседкой. И, видать, переохладился. Потому что особо там на воротах он не двигается так активно, не бегает. Я-то думала, он будет бегать, а он выбрал быть вратарем. Ну все, сегодня вот последствия. Ну, надеюсь, что это так. Если и внедрился какой-то вирус, то он его переборет. Очень хотелось бы. Недавно у Родиона такое было. За сутки, на вторые сутки уже легче, на третьи сутки уже пошел бегать, активный был. Сегодня такая теплота. Оставила его на заднем дворе, чтобы побыл на телефоне, пока я чуть-чуть на английский. И он, говорю, выгревайся, пока активное солнце, витамин D, пьет, фрукты кушает. Надеюсь, что за сегодня все будет лучше. У него в субботу матч важный. Посмотрим, как будет. Уже с утра я успела сбегать за продуктами. Как-то так подорожали продукты очень. Если раньше я могла скупаться на 25, то сейчас на 50, не меньше. Если покупаешь такие нормальные продукты, то вот так. Раза 2 в неделю
раза 2 в неделю, а то и бывает 3 раза в неделю на 50 евро. Скупаемся, бывает еще что-то там помимо надо забежать, купить по-быстрому. Это не считая того, что я не курю и, в принципе, алкоголь не употребляю, и на это я не трачу. Космос, конечно. Как вы, те, кто живет в Ирландии? Какие у вас суммы за неделю выходят здесь? Напишите, мне интересно. Сегодня у Марка матч важный. Вот мальчик в шапочке. У них сегодня какой-то финальный матч. Очень серьезный. Сейчас они пока разминаются. Марк бьет. Пока еще нету команды. Мы в ожидании. У них прям сегодня профессиональный арбитр. Где-то он тут, вон, в розовой футболке. Вон команда соперников в голубом. Наши в темно-синем. Вот Марк на позиции полузащитника. Марк, ты полузащитник? Окей. Он, конечно, сегодня рассчитывал быть вратарем, но нет. Поставили его в полузащиту. Но он полузащиту классно играет. Этот матч был очень интересным, насыщенным. Я так болела, никогда не думала, что я настолько болельщица стала. Ну, благодаря сыну полюбила еще больше. Очень часто с ним практикуюсь. Он говорит, что взял бы меня в команду, потому что я хороша в футболе. И он играет в основном в полузащите, а вот в этом матче, это, конечно, я не успела заснять, это было позже, уже в финальной части игры. Он заменял другого мальчика, хотя был травмирован, и он на последних 10 минутах он забил как нападающий, забил такой шикарный гол, забрал у соперника мяч и пробил практически с половины поля. Был такой шикарный гол, никто не ожидал. Я была в восторге от его игры и горжусь.